английская сестра милосердия встретилась здесь, в Якутии, с удивительно духовным, мудрым и деятельным архипастырем, епископом Милентием Якимовым, который прославлен Русской Православной Церковью как святой. Но самое главное, это то, что Господь позвал его для очень важной деятельности, для миссионерской работы. Епископ Милетий создал миссионерское братство имени Всемилостивого Спаса. И одной из функций этого братства была забота о людях, болящих проказой, о тех колониях, которые существовали, колониях прокаженных, которые существовали у нас в Якутии. Он не побоялся говорить о проблемах, одной из которых, острой из которых, это была проказа. И печаль этой болезни, то, что людей неизвестно как заразившихся этой болезнью, выгоняли за пределы села, за пределы города, ставили вне социума. Эти люди влачили жалкое существование, страдая от болезни. Не существовало больших программ муниципальных или губернаторских. И святитель Милетий первый обозначил эту проблему на уровне очень большого и солидного издания. И это издание «Якутские епархиальные ведомости» читали всюду. И есть одна из версий, что именно поэтому английская сестра милосердия Кэт Марсон и Эдит Вилюйск узнает именно из прочтения якутских епархиальных ведомостей о том, что в Вилюйске есть большая, очень группа прокаженных, есть какое-то подобие колонии, который собирает и лечит этих больных. Конечно, как всякий подвижник и как всякий честный священник, он пытался решать и эту проблему. И мы знаем, что в Сосновке в первые строения этой больницы для прокаженных были инициированы именно им. Епископ Милетий передал ей траву лекарственную, которая помогала лечить эту страшную болезнь. А речь идет о разновидности полыни. Так вот, эта трава помогала несколько уменьшать боль и лечить язвы, которые вызывала эта страшная болезнь проказа. Это да, это безусловно так. Но в нашей истории трава, которая, быть может, лекарственная трава, которая послужила поводом приезда сюда, в Якутию, Кэт Марсон, положила начало очень большой и правильной работе заботы о прокаженных, создания больницы, достаточно хорошей на то время, которая просуществовала очень долго, в течение XIX века, начала XX, и помогла облегчить страдания очень многим.